В наше время часто недооценивают опасность, исходящую от чересчур тесного общения с дикой природой. Времена, когда люди были предметом охоты грозных хищников, давно закончились. Но, несмотря на это, отдельные случаи все же случаются. И от того, как в подобной ситуации ведет себя человек, напрямую зависит его жизнь. События этой истории произошли в лесах Хакасии, близ реки Абакан. Осенним утром компания студентов строительного техникума решила отметить начало учебного года выездом на природу. Молодые люди взяли все необходимое для пикника с ночевкой. Лагерь разбили на перегоре реки. Повсюду стояли таблички из-за опасности медведей, запрещающие это делать, но туристов это вовсе не смущало. Аромат жарящегося мяса и кулеша распространился на всю округу. День пролетел быстро, с шутками и песнями под гитару у костра. Спать улеглись уже за полночь, укутавшись в спальные мешки. Ночь прошла спокойно, за исключением того, что всех отдыхающих искусали комары. Утром молодежная компания разделилась на две группы. Представители первой из них решили накачать резиновую лодку, чтобы поплавать в реке. Участники второй группы отправились забрасывать спиннинг с берега. Но среди отдыхающих туристов нашлись и такие, которые не пожелали примкнуть ни к одной из групп. Так поступила девушка из палатки, расположенной ближе всех к лесу. Достав фотоаппарат, студентка делала шикарные панорамные снимки окружающей природы. Она не заметила, как к палатке подошел мохнатый гость и коснулся ее колена мокрым носом. С удивлением девушка увидела, что перед ней стоит маленький медвежонок. Студентка улыбнулась и угостила Мишку овсяным печеньем. Лакомство понравилось мохнатому зверьку, и, уплетая его за обе щеки, он радостно урчал. Наевшись печенья, косолапый зверек потрусил обратно в лес. Через пару минут медвежонок вернулся, но уже не один, а со своим братом или сестричкой. И снова девушка, проявив радушие, накормила медвежат до отвала. Намереваясь сфотографировать малышей, она пыталась выбрать подходящий ракурс. Вдруг кусты затрещали, и на берег вышла мать-медведица во всей красе. Бурая шерсть хищницы лоснилась и переливалась на солнце. Постукивая по почве острыми когтями, лесная гостья, глухо ворча, направилась к девушке. Палатка стояла близко к лесу, и отдыхающие на берегу не знали, что происходит у ее полога. Было видно, что медведица настроена серьезно. Ситуация становилась критической. Испуганная студентка, все это время сжимавшая в руках фотоаппарат, случайно нажала на кнопку, и яркая вспышка на миг ослепила зверя. Бурая хищница мотала головой из стороны в сторону, пытаясь вернуть глазам утраченную резкость. Этого времени девушке как раз хватило на то, чтобы взять себя в руки и броситься бежать в сторону реки. Подавая руками знаки туристам, девушка пыталась объяснить, что у палатки стоит медведица. Беглянка была так напугана, что едва могла говорить. Участники похода с недоверием отнеслись к словам студентки. Но когда они подошли к палатке, то увидели, что внутри нее все перевернуто вверх дном, а на глинистой почве виднеются следы огромных медвежьих лап. Медведица с потомством к тому времени уже благополучно удалилась. Видимо, ее отпугнул яркий свет вспышки фотоаппарата. Лишь чудом участникам похода удалось избежать трагедии. Молодым людям не стоило разбивать лагерь вблизи места обитания медведей и кормить их детенышей, тем самым привлекая крупных особей. В этой истории мы призываем учиться на чужих ошибках и не пренебрегать мерами безопасности на природе. А что вы думаете об этом случае, друзья? Возможно, кто-то из вас тоже попадал в похожую ситуацию. Пишите об этом в комментариях. Ну и, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!